Вернемся к вопросу экспедиции Рериха и участия Якова Блюмкина. Вот он, когда вернулся уже в Москву, сделал свою вот эту служебную докладную записку, которую, в принципе, можно посмотреть в интернете, где вот он описывает различные технологии. И самое интересное, что было, видимо, это вот как раз пути прохождения в полую землю. Он эти точки обозначил по тем, значит, наброскам, которые ему дали монахи в монастыре в Хасе. Этим, видимо, заинтересовалась контрразведка Германии и предложила ему, по-моему, $2,5 миллиона наличными за то, чтобы он вот материалы этой экспедиции им передал. То есть, во всяком случае, у нас в органах такая информация была перед тем, как вот Якова Блюмкина арестовали, допросили и потом впоследствии, возможно, расстреляли, по документам во всяком случае. Хотя таких людей редко расстреливают, потому что это был уникальный человек, он обладал там массой знаний в различных областях знаний и эзотерики, несколько языков знал в совершенстве, в том числе персидский, немецкий, английский, итальянский и восточные языки, как раз на которых разговаривали в Тибете. То есть он мог спокойно объясняться с этими ламами на тибетском наречии. И, в общем-то, немцы заинтересовались как раз результатами экспедиции 25 года. Также этими результатами заинтересовался и Захария Сичин, который, возможно, свою информацию по поводу планеты Нибиры взял как раз оттуда, из сведений Блюмкина. И интересно, что немцы подготовили несколько экспедиций перед войной. Одна из них была экспедиция Шафера, которая была очень такая насыщенная по своей программе. То есть она длилась, по-моему, несколько там даже лет. Находились сотрудники немецкого института Анненербе на территории Тибета. Возможно, там они и получили вот эти знания по поводу прохождения в подземелье и в Антарктиде, и на материках. Но я хотел бы остановиться на двух таких моментах, где мне самому посчастливилось, так сказать, принимать участие. Первый – это мое посещение сестры, которая сейчас живет в Италии на острове Иския, где находятся знаменитые вулканы Помео. И как оказалось, что сам кратер этого потухшего вулкана является таким проходом в полость этой полой земли. И немцы в 1943 году осуществили туда экспедицию, которая длилась около 2 месяцев. Они искали проход в эту полость на основании каких-то древнеримских мифов, которые рассказывали как раз об этом вулкане. А муж моей сестры, так как он местный житель, он там сын капитана дальнего плавания, который был довольно знаменит на острове. Остров сам небольшой, 36 километров всего в диаметре, вернее, даже по кругу, по окружности, длина окружности этого острова. Он сказал, что я знаю, то есть у нас это из рода в род передается информация, как раз где эта пещера, в которой этот проход. То есть она не имеет дна. То есть они пытались измерить глубину этого прохода, но так и не нашли. В принципе, возможно, эту экспедицию сейчас организовать, поехать, найти это место и попытаться исследовать с помощью спелеологов, с помощью измерения этого дна. Возможно, там действительно есть такая полость и этот проход. А вторая история, связанная с этим, это история, как раз с Сашей мы ездили в экспедицию при Эльбрусе, и в селе Заюково, мы познакомились с интересным местным парнем, гидом, проводником, который рассказал нам как раз историю Артура Жемухова. К тому моменту он уже погиб, к сожалению. Мы с ним не смогли пообщаться, потому что буквально там за полгода до этого момента, наверное.
Вадим Чернобров посещал как бы раньше, он там они нашли вот этот вот проход, вернее, Артур нашел этот вот проход вентиляционный, как я считаю. Вадим не зашел туда тоже. Да, но он там присутствовал, и, я так понимаю, какую-то информацию он с этого получил. Наши коллеги да, с тобой, когда вот мы были, Валентин. Валя спускался, но они спускались именно в вентиляционную щель. Там была геометро-вертикальная шахта, очень ровная. Из блоков, да, они повернули в сторону и еще спускались вниз. Дальше они обнаружили завал, то есть они не смогли пройти. Они опустили вот эту гирлянду, то есть сумели там все это измерить, сфотографировать, отснять. Вот. Дошли до вот этого как бы фляги так называемой, и в углу этой фляги воздух шел из-под земли между камнями, но был такой завал, что эти камни вручную, очень сложно было бы оттуда изъять. Ну, это целая уже тема. А взрывные работы никто там бы не разрешил делать, конечно, поэтому они, в общем-то, как бы развернулись и уехали. Что это да. один из проходов, и, возможно, было еще, и вот на этой теме... Да, история-то как раз в том, что вот у этого, не помнишь, как его звали, Заур, в общем, неважно. Вот проводник, да, человек, может быть, он даже и не хочет светиться может, особо. И не надо, да. Вот, он нам рассказывал, что во время войны у его бабушки квартировал немецкий офицер. Но он был не военный, потому что он был такой неряшливый, научный. Как научный работник, который вот ботаник, можно сказать. Но он каждый день, как на работу, ходил на гору и что-то там со своей командой искал. И один из пометки дней... мы их находили. Да, пометки как раз немецких вот специалистов, кто там искал этот проход, они там существуют. Это как подтверждение, кстати. Вот, они оставляли после себя метки для будущих исследований, да. И, возможно, они нашли вот этот проход, потому что после того, как они уходили поспешно оттуда, из Прилебруся, они взорвали в горах что-то. И возможно, что Артур Жемухов как раз нашел это место, и он просто искал людей, с кем можно было бы расчистить этот проход, потому что это снаружи в основном завал, и найти вот эту лестницу, которая туда вела вглубь помещения. И потом я уже с эзотериками общался, они мне просто вот как бы водя рукой по карте и по фотографиям говорили, что проход идет что там, Эльбрус, под гору Эльбрус туда. Там порядка 800 ступеней вниз. Типа зал такой круглый в виде арены, как в цирке, вот знаете, арена цирка. Вот. Или как Колизей. И вот можно встать в центр этой арены, и она служит таким лифтом, который уходит уже вниз. Но этот зал охраняется определенной силой, то есть там есть биороботы, или как это назвать. Говорят, это самая техногенная защита, это там, потому что вплоть до гиперборейской библиотеки находится. Только артефакты. Посвященных, туда можно отправить. И, кстати, тогда они тоже говорили, что немцев туда не пустили. Да. То есть они туда и так и не прошли. Они же привезли с собой туда больше 100 лам тибетских. Возможно, они туда и ушли, эти ламы. А может быть, немцы их просто уничтожили, чтобы не было лишних свидетелей. Но факт то, что они что-то там нашли. Вот, возможно, этот проход как раз там и находится. И местные там, они много чего знают, мало чего говорят. Говорят, что там и подземный город есть рядом, и что есть проходы, и они знают эти проходы. Но это все гора на Пирамида, слухов. Гора Помойка. Помнишь, целая гора из обломков жизнедеятельности древней цивилизации. Да. Удивительно, что на этой горе, а эта высота какая, где-то около 1300 над уровнем моря, да? Мы подняли камни. Вот ты сегодня, Коля, обращал внимание, тут вспомнил просто эти старые дела, где внутри окаменевших водорослей и аммониты, и дельниты, и так далее. То есть это вот получается допотопная библиотека, если вот так по логике. То есть эта гора нанесена позже уже, а все входы в полости, они древние. Вот. И получается, что последний потоп, который там проходил, он не смог уничтожить библиотеки, потому что наши уже современники туда искали входы и находили. А гора вот эта помойка, помойка это современное слово, куда они все свозили, да, там свое ненужное, да, она закрывала тоже один из входов предположительно. И там, что помойка?
древние черепки, да, посуды, что мы там находили, всякие там игрушки детские, какие-то кусочки там, да, вот этого всего. И при этом там же лежат вперемешку и сверху вот эти камни, да, которые так окаменевшая тина. Сейчас мы ее на камеру покажем, она у нас образец. Мы прям пойдем со звуком, вот, чтобы, да. Вот, мы один из них покажем. Там мы несколько взяли, немножко раздарили и раздали на коллекции научные там исследования. Вот, если, не знаю, зрителям видно, лучше на стол, да. Ну, это, по сути, образец дна древнего океана. Ну, Тетис, это обычные водоросли, смотанные, окаменевшие. Там находят очень много конкреций с аммонитами, распиливают. Да, мы же ездили в мастерскую горную, да, прям в горах, где уже они... Ну, там один как бы местный житель, молодец, он просто занимается камнерезными такими делами, собирает эти камни. Здесь вот чертов палец, тут всякие вот уже эти дела, да, это 1200 над уровнем моря, вот. Камера покажет, не знаю, наверное, да. Ну, видно, что это ну, даже не микроорганизмы. Это организмы, это раковины, это морское все. Вот оно. Так, по возможности стараюсь, ребят, чтобы вы увидели, так вот несколько раз увеличу, там по возможности посмотрите. Да, там такого полно. Поедете в Кабардино-Балкарию, Заюково село. Ну, вот ракушечки маленькие, все это как бы слоями. Да. И вот видите, маленькие ракушечки, и вот эти паутиночки, это вот как раз вот эти вот, собственно, водоросли, которые черви, водоросли, да, окаменевшие, вот они остались. Вот чертов палец кусочек. Вот тоже раковина более крупная. Да, вот более крупная, вот. Ну, понятно, что это море, да, это все море. Ну, то есть волной крутило на большой высоте. Да, это большая высота, то есть поэтому это тина, которая вот скаталась вот так вот вместе с этими организмами, да, и окаменела. Но там ведь в этих местах не только про подземные города, очень много интересных легенд и про континентальные тоннели. Я много общался с теми людьми, которые там живут, обладают знаниями. Может быть, вы тоже слышали эти истории, связанные с костями, ну, не сказать великанов, рослых, там 3 до 4 метров, но это рослые люди. Плюс там же очень странная тема, это вытянутые я лично черепа. Видел, это вытянутые черепа, причем даже в официальном музее краеведческом. Причем парадокс этих черепов заключается в том, что они не деформированы, они именно большие. Природные. Да. А знаете, мне присылали фото-видео, я обязательно тоже это включу. Не могли придумать, как же замерить объем-то. Догадались, просто налили воду, налили, да, конечно. Замерили. Так вот, объем черепа вот этих вот мозг в 1,5 раза превышает объем черепа современного человека. Возможно, во время ваших экспедиций вы тоже с этими историями каким-то образом пересекались. Рассказать, да? Да. Значит, когда мы ехали в сторону горы, как же она называется, сейчас дай бог памяти, это уже 8 лет прошло, там горная дорога идет, и дорога как бы осыпается. То есть идет осыпание вот этой породы, да. И если вдоль дороги пройти ниже ее, как бы посмотреть вот это осыпание, а это всегда интересно, потому что там показывается, собственно, содержание, да, подосновы этой дороги, да, то удалось сделать несколько фотографий. То есть у нас правило такое: мы ничего не трогаем, мы просто, нам достаточно глазами посмотреть, мы свои выводы делаем, идем дальше. И да, там было древнее кладбище прямо под дорогой, дорога советская. Значит, была раньше тропа, то есть до того, как сделали дорогу, потому что дорогу клали по тропе, понятно. Да, там. Вот, и под этой тропой там действительно были длинные скелеты с вытянутыми черепами. Несколько этих черепов сейчас находилось, время прошло, в краеведческом музее Кабардино-Балкария. И Валя записывал интервью. Вот наш коллега, он поехал туда, в краеведческий музей, он там писал интервью, мы на РНТВ эти кадры потом давали. Можно найти там вытянутые черепа, набрать на YouTube, оно выйдет. Действительно, со времен там советского образования нам рассказывали, что
ради того, чтобы собрать милостыню или там что-то еще, да, надо было делать детей уродов, там ящики к голове прибивали, да, у них там деформировался череп у младенцев, и у них вот такая форма возникала. Но только следы остаются от деформации. А здесь никаких следов нет, то есть это явная моноструктура, да. То есть, которая природой заложена, геометрия, да, и она повторяется у взрослых особей. То есть это не дети, которые там не дожили полоумными там, да, до какого-то возраста и уже там отработав свои вот эти вот несчастные функции, да, там по сбору милостыни померли, да, то есть это уже это другая, скажем так, система жизни, да, вот, и такие черепа, они действительно встречаются по миру, не только у нас, это и Индия, и Пакистан, и Азия, ну Азия в меньшей степени, вот Пакистан, Индия, и Кавказ наш, на Урале этого нет. Почему-то. То есть вот как-то вот, не, ну, локально. Кстати, вот возле Аркаима был найден такой, женщина. Но за Южным Уралом уже дальше нету. Вот женщина. Ну расскажи. Не, в Новосибирске тоже есть несколько таких черепов, находящихся в музее в местном. Вот. Ну, конечно, в Южной Америке, вот в Паракас культура, да, там вообще огромное количество таких костяков найдено с такими черепами. Недавно мы видели видео, где там в пещере нашли больше, наверное, 500 вот, скелетов. Людей с такими черепами, да, причем разного возраста. Рода, да. И маленькие дети там присутствовали, и взрослые, возможно, их просто истребляли и таким образом прятали как бы от человечества, вот, потому что эта культура, она была, но как-то вот прошла и исчезла. То есть... И люди-гиганты, вот Заюкова, да. Армения, Северный Кавказ, Южный Кавказ. Вот описываются рыжеволосые люди, шестипалые, вот, которые имели рост там порядка 3 до 4,2 вот, сантиметра, ну, то есть 4 метра 20 сантиметров. Вот мне одна женщина, местная гид, описывала как раз, что нашли саркофаги как раз на том месте, где вот этот дом, ну, дворец Путина, старый, который называют, его там строили. Называют, когда строили. Когда фундамент. Да, что нашли несколько таких саркофагов, запретили об этом говорить, и потом на вертолетиках их увезли. Вот. Ну, таких историй достаточно много. Нам рассказывал местный краевед вот в этом, сейчас скажу, станица-то, куда вот мы ездили, помнишь? С полком? Шапсуга, да, Шапсуга. Угу. Что тоже были найдены такие мумифицированные тела, то есть волосы даже сохранились вот эти. А волосы рыжие. Часто, да, остаются, сохраняются. Причем, кстати, интересно было ДНК по ним сейчас посмотреть. Ну вот он говорил, что сначала один нашли, а вот уже через несколько лет мы приезжали опять, встречались с этим человеком, и он сказал, что еще 3 нашли, он там конфликтовал с властями и, короче, отдав вот властям эти костяки или там эти мумии, он, так сказать, свои проблемы решил. Вот. Котляров у него фамилия. Да, именно Котляров. Так, да. Ну, мы вот не говорим сейчас, ну, может быть. Ну, да. Нет, почему? Да. Хотя почему нет? Котляров, это он публиковал об этом, да? Котляров уже об этом пишет, у него вышла тема несколько книг, он об этом рассказывает. Вопросов и, кстати, нет. Вот, он мне присылал материалы. Да. А это он в Шапсуге был, разве Котляров? Нет. Просто Котляров точно такие же истории. Да, Котляров рассказывал, да. А тот человек, поэтому... его звали по-другому, там он местный гид. А по поводу Урала, ребят, вы, наверное, просто мало материалов археологических смотрели. На Урале огромное количество, на самом деле, находится... За Уралом. И за Уралом, и на Урале, да. Потому что вот Игорь Львович абсолютно прав. Я вот лично в руках держал. Мы ездили, когда снимали очередной фильм для телеканала РЕН-ТВ. Мы были допущены в запасники Челябинского одного университета. Как раз запасник, который угодил не больше не меньше, а вот тот знаменитый профессор Зданович, который занимался Аркаимом, археологом. И вот нам показали, вот как раз буквально за год до нашего приезда, они откопали недалеко от Аркаима свежий, ну как? Могильник? Ну, относительно, в смысле, свежий раскоп сделали, да. Раскоп. Нашли там скелет женщины, причем, скорее всего, воина, потому что было оружие при ней. Положение, да. И рядом нашли скелет мужчины, но он, к сожалению, хуже сохранился, там, потому что
осадочной породы, ему черепную коробку сдавило. Но археологи молодцы, они ее собрали. Обратно собрали, восстановили. Да. Так более того, вот эта вот длинноголовая женщина, жившая вот в тот период, несколько тысяч лет назад, она стала прообразом для лицевой реконструкции по методу Герасимова, нашего известного специалиста, ученого. И теперь мы можем, благодаря вот этой реконструкции, вот этой находке, увидеть, как выглядели наши предки, которые жили в том. Они воссоздали эту модель или нет? Я просто не видел, Коль. Мы ее покажем. Тогда мы ее в фильм можем. И более того, таких находок много делается. Очень интересно было бы самому посмотреть. Это вообще не новинка. Это понятно, да. Это всегда понятно. идет вот этот вот спор искусственной деформации. Да, деформация или естественная. Хотя на самом деле сами археологи уже говорят, что вот именно когда мы говорим о уральской вот этой вот древней культуре, ну на самом деле не уральская, она по-другому раньше называлась. Ну, понятно. Скорее всего, это с скифами, с сарматами было связано. Естественных, вот именно. Ну, на Кавказе то же самое, потому что там-то и милостыню не у кого было собирать. То есть это на торговых путях вообще могло быть такое. Ну, на самом деле, по милости я с тобой тоже не соглашусь, по милости. На самом деле, опять же, у культурологов и у историков будет тут немножко иное мнение на этот счет. Создание длинноголовых искусственных детей, а потом уже взрослых людей, было приобщение к некой знатному роду. Да, ну да, но это другое. Это не милостыня, это да. У скифов это было, что было, да. Чтобы отличать, чтобы своих отличали. В том числе. Все-таки мозг это ретранслятор, поэтому, скорее всего, это какая-то высшая возможность умственного взаимодействия. А с другой стороны, я знаю, что, Саш, думаю, вот правильно, вот в Паракасе по всему миру находят действительно странные черепа каких-то вроде бы людей, вроде бы не людей. Мы не будем сейчас фантазировать, потому что ДНК-экспертиза. Да, это в свое время. Есть отличия, да. Я думаю, что, видимо, в какой-то период времени наша цивилизация, ну, скажем, земная, вот эта естественная, она, видимо, действительно контактировала с какими-то существами, либо просто параллельно. Параллельная, возможно, веточка была. Видимо, по некоторым обстоятельствам, вот те товарищи, которые имели удлиненные черепа, они, составляли высшую касту. Как и в Армении. Здесь шло у нас с вами эффект Каргов подражания. Да, кладбище великанов, и потом к этим великанам, к этому кладбищу прихоранивали там знаменитых воинов каких-то, да, и вроде как это оно. А это не оно, они разные. Да, там одному 3,5 метра, а другому там 1,9. Да, но как бы вот он великий, поэтому его туда. И как бы вот все вместе. А сейчас разбирают, да нет, это вообще по ДНК разное и все разное. Ну, конечно. Да у нас даже сейчас эти традиции подражания есть, господи. Да, карго-куль, да, во всем. Или одеться, везде. как какой-то известный человек, или сделать себе подбородок, как он же да, что-то там. Это до сих пор присутствует. Даже стрижка бород. То есть все это под там кого-то, под что-то, под древние мифы. Ну, даже из церквей делали склады, например, да, то есть если бы это так и продолжалось, в будущее поколение бы думали, это такие это, склады были такие, для зерна, понимаешь, да. Ну почему такой вентиляция высокая, неизвестно. Воздуха много. Также можно сказать было про пирамиду, например, или про дольмены, или там про какие-то древние вот эти вот постройки мегалитические. Точно сказал, потому что до сих пор многие ученые именно из-за этого и говорят, что а вот видите, вот мы в некоторых дольменах находим останки древние. Ну понятно, хранение удобно. Другие говорят, ребят, но есть эффект вторичного использования, вот как ты говоришь, что когда-то построили, а потом стало удобно там ящик, из которого не возьмут. То есть ты туда посмекались и научился туда просто продукты зерно, мясо затыкать пробкой и все, вялится, никто не забирает. Совершенно верно. А сколько мы под Шапсугой видели взорванных дольменов, да? Помнишь вот этих, да? Когда Ананербо проходил, они же взрывали. Причем взрывали не все, а только те дольмены, которые на геопатогенных точках находятся. Ну, на возвышенностях, вот на таких местах. Да там и наши взрывали. И наши взрывали. Думали, что золото под ними там хранится. Что-то под ними есть, да. Да, мы много чего там видели. Для меня, например, была неожиданностью. Я просто тогда еще так глубоко не изучал вот именно археологические источники по дольменной культуре Кавказа. А для меня оторопью было, когда мы приехали, причем эти дольмены не стоят на туристических путях, они реально где-то, конечно, они что называется, в тьму таракани лесной. Что оказывается, многие курганы скрывают под собой дольмены. Да.
И нам целую поляну показали, где уже работают черные археологи, курган вскрыт, и там внутри дольмен. Но эти дольмены, они очень маленькие. Это тоже уже каргат-культ, понимаешь? Каргат-культ, это коробочки. Да. И вот эти коробочки, последние, кто черные копатели раскапывали, вот это спорная территория между Дагестаном и Чечней, ну, недавно там республики после разгрома СССР в холодной войне, они вот у нас разделились, да, и они тут делят тут что-то тут свое, а может и общее. Вот. И вот была история, где они делили землю между Чечней и Дагестаном. Но вот эта земля, которая спорный кусок, это земля для бизнеса черных копателей. И очень много фотографий у нас было на РЕН-ТВ, нам их присылали с золотом этих черных копателей. Это скифское золото, которое они переплавляли просто в обычные слитки, чтобы продавать не как предмет искусства, чтобы их не подтянули по 5 статьям. Вот, поэтому я видел фотографии, где вскрываются как раз эти курганы трактором, ковшом. Вот, и они вскрывают коробочку дольмена. Да. Внутри кургана находится коробочка дольмена каменная, они ее вскрывают, достают оттуда вот эти ремешочки, поясочки, горшки, браслетики, оружие, ну там все вот это сабли. лежит вместе с человеком, да, они это все вот достают. Это варварская совершенно история. Мы к ней обязательно вернемся, времени пришло. Вот. И все это на место вернем. Но это временные рамки, это как раз культура. Уже как сейчас бы... на ней кавказская культура как бы насажена сверху, да, как и в принципе практически весь Северный Кавказ. Там вот эти вилочковые кресты в лесах лежат, там они об этом скромно не изучают эту тему, скажем так. Вот, но это так, это факт. Предлагаю на этой теме Да, у нас очень интересная беседа получилась. интригу оставить, да, А в следующий раз... и продолжить потом по картам. У нас тут есть что посмотреть, да. Пока мы туда-сюда бегали, я из своего волшебного чемодана достал несколько очень интересных мексиканских артефактов, которые Саша очень Да, давай их запишем, да. Я предлагаю в следующий раз поговорить как раз об этих загадочных мексиканских артефактах Эль Торо, де Халиско, Акуэлос, Акамбара и прочее. Саша, вот ты в руках сейчас подержал, ты не видел этих, ты тоже не видел. Не видел. Вы впервые их вообще держали? Я думал, кстати, показывал. Нет, какие ощущения? Тепло идет от них, и у них внутри, как вот один из них, который ножка отломана, это, ну, я не геолог, предположение мое. Я предполагаю, это вулканическая глина. То есть это не глина, это вулканическое сырье. И очень интересный период изготовления его был бы посмотреть. Там еще мелкие белые вкрапления есть, как мраморные частички такие. Вот. И Коле очень интересно было бы символику посмотреть. Потому что у них и на задней стороне, и лоб это вообще основное, да, то есть это как бы вот что человек думает, да, или там. И там вот эти обозначения есть. Я предлагаю их самим попробовать разгадать, прокомментировать. Ну и дать нашим ребятам, коллегам, зрителям, чтобы это в комментариях написали. И я думаю, что мы там все вместе, ребят, с вами там нароем серьезные вещи. Я думаю, я даже сделаю к следующей нашей встрече компьютерную 3D-модель с помощью фотограмметрии. Прокрутить ее, да, отсканировать на... Нам-то не надо крутить, это чтобы наши зрители... Зрителям, мы в 3D, да? Нет, покажем, ты в руках ее крутишь, а тут... ребятам покажем. Ну я вот, например, 3D. На нескольких раскопах находился археологических, где мне попадались в руки вот эти керамические изделия, но в основном это обломки амфор, там различных вот горшков, там керамики, которые производили в античные времена. Это Тьму-Таракань, вот там... Керчи... рядом, да, с Таманью там находится это Тьму-Тараканское городище, потом Судак тоже на территории Крыма, тоже много раскопов. Вот. И что интересно, вот именно вот эта вот патина, загар, так сказать, керамики, он очень совпадает с этими вот изделиями. Видно, что это не вчера сделанные и не 100 лет назад гончарные изделия, а именно вот на уровне между черной керамикой и вот такой керамикой, которая
уже была использована в Древней Греции, там, в Древнем Риме. Черная керамика у нас сохранилась, это у нас карпатская керамика. Они в молоке ее выжигают, вот эту вот черную керамику, и у них производится вот такой вот эффект. Да, вот эта глина, она там красивый, черный, патиновый такой цвет. Помнишь, дает. за Юково мы находили тоже. А мы их находили, обломки старые черные. обломки черные. Это да. вот еще допотопное, скорее всего. А мы покажем, у нас тут Да, кусочек да. есть где-то. А вот у нас, кстати, знак. Всё. Нам нужно прощаться с нашими зрителями. Да, Большое да, спасибо. да. И до новых встреч. В следующий раз поговорим уже о загадках более древних времен.